Всем привет! Меня зовут Руслан Ильин и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я подготовил для вас практический пример настройки балансировщика запросов для кластера WebLogic. Это видео – продолжение серии практических занятий с WebLogic сервером в контейнерах Docker. Давайте вспомним, что было на прошлом занятии. Мы с вами поработали с WebLogic доменом. Мы подробно рассмотрели с вами, что такое домен WebLogic, из чего он состоит и как им управлять. Но самое главное, нашей целью было понять, как с помощью докер-контейнеров можно разворачивать такие домены. Мы создали домен, кластер, добавили в него пару серверов, попробовали поработать с такой конфигурацией, посмотрели, как создается такой домен из докер-файла, рассмотрели его основные команды. В общем, было интересно, очень рекомендую посмотреть это видео. Сегодня мы затронем такую важную тему, как кластер серверов WebLogic более подробно. Почему это так важно? Потому что кластер обеспечивает необходимый уровень отказоустойчивости для наших приложений. Кроме того, использование кластера позволяет нам создавать горизонтально масштабируемую архитектуру. Давайте рассмотрим на примере. Классический случай. HTTP-запрос попадает на балансировщик, специальный юнит, расположенный вне кластера или домена WebLogic. Балансировщик, зная об устройстве нашего кластера, перенаправляет запрос на сервер А. На сервере в момент обработки запроса создается пользовательская сессия с атрибутами этого пользователя, например, такими как имя пользователя и его местонахождение. Такой сервер помечается как primary, и все последующие запросы такого пользователя будут приходить на этот сервер. Сервер, помеченный как secondary, выбирается самим кластером в качестве хранения резервной копии созданной сессии. Таким образом, в случае выхода из строя primary сервера, запрос автоматически будет перенаправлен на secondary сервер. Здесь также следует обратить внимание, что в качестве сервера для реплики предпочтение будет отдано серверу с другой машины, так как сама машина – это вполне самостоятельная единица, которая может выполняться на другом хосте, и вследствие этого, при выходе из строя хоста с primary сервера на борту, secondary сервер продолжит обрабатывать запросы. Как видите, весьма надежная схема в плане отказоустойчивости. Что же касается самого балансировщика, то он может быть как аппаратным, так и программным. Мы не будем подробно останавливаться на возможных вариантах аппаратных балансировщиков, а отметим вкратце их различия после того, как обсудим представленную схему. Итак, здесь схематично изображена работа программного балансировщика, который деплоится на отдельный веб-сервер, стоящий в стороне от кластера. Различает несколько исполнений такого программного прокси. Это может быть сервлет с именем HTTP кластер сервлет, входящий в пространство классов сервера WebLogic, или же прокси-плагины для HTTP сервера Apache, Netscape, Enterprise Server или Microsoft EAS. В нашем случае мы будем использовать программный балансировщик сервлета HTTP кластер сервлет самого сервера WebLogic. Этот сервлет хранит у себя список серверов, входящих в кластер WebLogic, и помечает вышедший из строя сервер как bad, плохой, чтобы не отправлять на него запросы повторно. Сама же привязка к primary и secondary серверам, рассмотренная ранее, хранится в кукисах пользователя, и при HTTP запросе браузер пользователя передает балансировщику эту информацию с привязкой к конкретной ID сессии. Полученный от пользователя cookies, таким образом, будет интерпретирован сервлетом для маршрутизации запроса. Различия между аппаратным и программным балансировщиками начинаются в момент выхода из строя primary сервера. Программный пометит его как bad и перенаправит запрос на secondary сервер.
указанные в кукисах пользователя. После чего secondary станет primary, а в качестве secondary сервера будет выбран новый. Аппаратный балансировщик в этом случае будет руководствоваться своими политиками при выборе сервера. И при попадании, скажем, запроса на сервер B, этот сервер сам прочтет кукис клиента и скопирует сессию secondary сервера C. После чего сервер B станет primary, а сервер C по-прежнему будет оставаться secondary. Здесь также стоит отметить, что в случае неправильной конфигурации аппаратного балансировщика primary сервер кластера для обработки запроса будет всегда выбираться случайным образом, игнорируя информацию из кукиса пользователя. Это может привести к тому, что при каждом HTTP запросе сервер будет выполнять избыточную работу для синхронизации своего состояния с secondary сервером и повторным назначением primary сервера. Кроме того, информация о primary и secondary серверах может храниться не только в кукис пользователя, но и передаваться в самом URL запроса. Этот механизм называется URL rewriting и настраивается отдельно. Он используется в случае, если политиками самого браузера запрещено использовать кукис. Также следует обратить внимание на возможные варианты размещения балансировщика. В качестве первого варианта мы можем разместить прокси-плагин на веб-сервере WebLogic. Причем сам сервер размещается в том же домене, что и кластер. Конфигурация эта очень удобна, так как требует минимальных усилий при настройке. Для второго варианта прокси размещается на отдельном HTTP сервере, скажем Apache, и работает внешне по отношению к домену сервера. В случае докер-контейнера топология размещения балансировщика может выглядеть следующим образом. Прокси-плагин выполняется в своем контейнере в рамках нашего домена. Каждый сервер кластера также выполняется на своей машине. Такая схема позволяет легко разнести кластер по разным хостам и обеспечить максимальную отказоустойчивость. С единственным но. Мы по-прежнему имеем единственную точку отказа – сам прокси, но этот вопрос, в том числе, решается аппаратными балансировщиками. Дальше мы перейдем непосредственно к практической части нашего демонстрационного примера.